Те, кто пережил смерть, говорят, что перед заключительным прыжком в бессознательное вся человеческая жизнь в картинах разворачивается перед ними. Ни одна деталь панорамы событий не пропущена, и каждый цвет, форма и движение воспроизводятся во всем своем первоначальном блеске. Истинно ли это для всех случаев или только в случаях смерти от утопления, на которые свидетельства чаще всего ссылаются, смысл не меняется? В первую очередь есть факт, который отчетливо демонстрирует продолжительное качество впечатлений, которые мы получаем, помним ли мы их сознательно или нет. Где-то в нас их записи остаются такими же ясными, как и в день, когда они были впервые запечатлены. И на втором месте факт, что такой феномен происходит в момент, когда, по-видимому, что-то, называемое нашим сознанием, покидает наше физическое тело, что наводит на мысль об использовании этой энергии вспоминания прошлого, совершая что-то в те моменты, когда мы имитируем смерть в виде отхода ко сну. Сон и смерть похожи в том, что они бессознательные состояния, в которые мы обычно переходим в результате постепенного процесса, засыпая или умирая. И если бы это было правдой, что на последнем переходе мы вспоминаем всю нашу предшествующую жизнь, не было бы более вероятным то, что, переходя от бодрствования ко сну, мы вспоминаем события дня, или, по крайней мере, что такое воспоминание могло бы быть более легким, чем в любое другое время. Если время для пересмотра жизни в картинках — это смерть, то время для пересмотра дня в картинках — это сон. Важно понимать, что пересмотр до смерти, как сообщается выжившими, никогда не бывает строгим или нравоучительным, не бывает объектом для размышлений или чувств. Как это ни странно, пересмотры появляются, созданные совершенно беспристрастно и непредвзято, без привязанности и без комментариев. Более того, они существуют исключительно в виде картинок, нет разговоров и нет текста. Следуя этому намеку, наши ночные пересмотры дня могут предположительно быть того же порядка. День представляется в виде картинок, события дня с собой как центральной фигурой просматриваются без удовлетворения или сожаления, без страха и надежды, они беспристрастны и безлики. Фактически, создаем мы такой пересмотр или нет, это едва ли относится к нашей цели совершать его сознательно. Если мы обнаруживаем, что это происходит, так сказать, самопроизвольно, то наша задача стать осознающими и наблюдающими оказывается, таким образом, гораздо более простой. Но даже если это не может быть естественным, ценность, вытекающая из попыток, слишком существенна, чтобы пренебрегать ею. Прежде всего, нет ничего лучше, чем удерживать внимание к себе на протяжении дня, чем исследовать видение нашего дня, иллюстративно воспроизведенного ночью. Как если бы нас сопровождала повсюду кинематографическая камера, и фильмы каждого дня проецировались на экран в нашей спальне каждую ночь. Разве не вынуждает нас предполагаемый показ следить за каждым нашим шагом? Польза в отношении возрастающего внимания за день будет неоценимой. Собранное за день относительно возрастающего внимания будет бесчисленным. Затем, даже без какой-либо нравоучительной цели, повторение дня в виде картинок может быть наивысшей ценностью как урок в самопознании. Мы должны начать быть способными видеть себя, какими мы предстаем перед другими, и, как следствие, развивать толерантность к недостаткам и угловатостям других людей. Обычно мы терпимы только к себе. И опять же, польза от попыток вспомнить день во всех деталях является бесценной. Память, воля, концентрация и сила непрерывного внимания все пускаются в ход. Невозможно практиковать такой пересмотр постоянно без переживания усовершенствования во всех отношениях. Упражнение, просто полезное в каком-то случае, оказывается бесценным в отношении ментального развития. Это едва ли не специфическое средство от посредственности. Есть и другие преимущества, но их раскрытие можно опустить. Сейчас мы должны рассмотреть сам метод. До отхода ко сну начните медленно считать про себя серии простых чисел вперед и назад, например, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 8, 6, 4, 2. Продолжайте повторять ритмично. Заставьте ритм двигаться почти, но никогда не полностью автоматически,
намеренно пытайтесь представить себя таким, когда вставали этим утром. Вы пробудились, встали с кровати, приступили к одеванию, завтраку, чтению газеты, сели в автобус и так далее. Пытайтесь следовать этой последовательности иллюстративного наблюдения себя от момента к моменту точно, как будто вы прокручиваете фильм. Сначала вы найдете это упражнение трудным по 3 причинам. Необходимость постоянно считать будет представлять проблему на этой стадии. Тем не менее, продолжайте ради факта, что счет занимает мыслящий мозг и таким образом естественно позволяет изобразительной памяти легче работать. Помните, что одна из наших целей — совершенно не думать о том, что мы представляем. Мышление не только препятствует изобразительному воспроизведению, а оно неуловимо, но неизбежно искажает картины. По многочисленным причинам думающий мозг должен быть занят, пока идет показ, и нет более простого способа, чем счет. Вторая трудность заключается в постоянном прерывании из-за провалов в памяти. Вы очень хорошо начинаете, но как только представляются всего 5 минут дня, как теряется воспоминание, что вы делали следующим. Пытаясь вспомнить, вы почти всегда прекращаете счет, и как только вы залатали фильм и начинаете снова, как он прерывается еще раз. Не отчаивайтесь. Все без исключения сталкиваются с такой же вещью. Множественные провалы нового умственного упражнения не являются доказательством умственной слабости. Факт в том, что это упражнение такого нестандартного характера, что даже величайшие интеллектуальные гении ошибаются, когда впервые начинают его. Можно сказать, что это упражнение в равной степени возможно для всех, оно беспристрастно. Более того, возможно практиковать его, пока фильм дня разворачивается сам по себе без сознательного усилия. В точности, как тонувшие описывали, что фильм их жизни проходил перед ними, так же и те, кто овладел этим упражнением, сообщают, что события дня, как они были записаны в сознательной или бессознательной памяти, представляются в своих первоначальных форме и цвете. Прерываний, часто повторяющихся в начале, становится меньше. Из-за неопытности оператор постоянно разрушает фильм, настойчивый ученик становится искусным. И его вознаграждением является не только пересмотр дня, но и контроль ума, который сделал этот пересмотр возможным. Ни одна из многочисленных школ интеллектуального развития не может предложить что-либо, чтобы научить ученика укрепиться в этом методе. Третья трудность, которую, возможно, следовало бы поместить на первое место, простая — это засыпание. Умственное мышление, как известно, имеет тенденцию держать нас бодрствующими. Беспокойство, эмоциональное мышление является наиболее частой причиной бессонницы. Пересмотр дня в картинках, с одной стороны, не являясь формой мышления, побуждает ко сну, когда больше ничего не может произойти. Поэтому в худшем случае вы заснете, и в лучшем случае вы узнаете, как умирать ежедневно.